Правосудия в России не существует. Путин его уничтожил. Не случайно и не по ошибке. Путин уничтожал суды специально и прицельно. Выйдите на улицу, спросите. Спросите друзей, что вам скажут про российские суды. Что они продажные, липовые. Это уже какая-то аксиома путинского режима. Все знают, судья ничего не решает. Судья поднимает телефон и делает, как ей или ему в этой телефонной трубке прикажут. Все об этом слышали, но мало кто видел своими глазами. Но сегодня, когда ровно этими методами фальсифицируют главный судебный процесс в стране, процесс над Алексеем Навальным, мы расскажем и покажем вам, как это делается. Кто участвует в преступной спецоперации по закрытию Навального еще на 15 лет, а главное, кто за это платит. 15 февраля 2022 года. Владимирская область. Исправительная колония номер 2. Почти 10 утра. Актовый зал колонии, где обычно проводят мероприятия для зэков, переоборудовали в зал суда. Повесили какой-то задник, расставили столы. На сцену поставили стол для судьи, а сзади флаги. До объявленного начала первого заседания по делу Навального остается 13 минут. На телефоне судьи Маргариты Котовой раздается звонок. На том конце трубки мужской голос. Судья откладывает все дела и разговаривает с собеседником полминуты. На часах 10, время, на которое назначено начало процесса. Навальный и адвокаты в зале, прокурор на месте, журналисты собрались в специальном помещении. Но судья Котова не выходит из своей подсобки. Она ждет второго звонка. Он раздается в 10 часов 13 минут. И судья Котова разговаривает с тем же мужчиной почти минуту. Через полчаса с опозданием почти в час суд все же начинается. Все рассаживаются по своим местам, суд идет, но недолго. Буквально через пару минут Котова объявляет технический перерыв и возвращается в свою каморку. На наших экранах мы видим облетевшие весь мир кадры. Алексей общается с женой Юлей, с адвокатами, машет руками, передает привет. В это время судья Котова получает третий звонок. Он раздается в 10:49, сразу после того, как дверь захлопнулась за спиной у судьи. Тот же номер, короткий полминутный разговор, и судья возвращается в зал. В этот день ее собеседник позвонит еще раз. В 13:48 объявлен обеденный перерыв. В 13:52 судье снова звонит ее таинственный друг. Они говорят полминуты. Кажется, как будто весь первый день суда заточен под эти телефонные разговоры. Процесс не может начаться без них. Для этих звонков специально объявляются перерывы. Судья Котова говорит с человеком по имени Евгений Владимиров. Так он записан в телефонных книжках. Владимиров – сотрудник администрации президента. Номер телефона, с которого он звонит, использовался для оформления пропуска от администрации президента. В 2019 году человеку с таким именем Путин указом присвоил чин государственного советника. В документе указана должность – начальник департамента по общественным связям. Судя по всему, Владимиров – один из сотрудников администрации, который профессионально занимается борьбой с Навальным. Его номер телефона мы обнаружили в базе умного голосования. Такая служебная необходимость. 21 февраля, во второй день суда над Навальным, судья Котова созванивалась с Владимировым трижды. Последний звонок поступил меньше, чем за полчаса до начала суда. Стоит произнести очевидное. Не существует никаких обстоятельств, связывающих судью Лефортовского суда и чиновника из администрации президента. Просто не существует даже теоретической законной причины или повода этим двум людям обильно созваниваться и обсуждать что-то буквально во время суда. Прерывать заседание, выбегать тихонько пообщаться. Судья Котова, которая получает от нас с вами зарплату, чтобы выносить независимые решения в соответствии с законом, как девочка на побегушках, послушно принимает инструкции из администрации президента. Администрация Путина по приказу начальника организовала весь процесс суда над Навальным. Всю эту спецоперацию от фальсификации доказательств до координации действий судьи. И сейчас мы вам это докажем. В 2017 году в администрации президента первый замруководителя Сергей Кириенко проводил совещание. Об этом подробно рассказывает в своем расследовании издание «Проект». Путин тогда собирался становиться президентом 4-й раз.
Навальный тоже выдвинулся. Недавно вышло расследование «Он вам не Димон». По всей России прокатились крупнейшие за долгое время протесты. Кириенко собрал экспертов и политологов и задал вопрос, надо ли посадить Навального. Вопрос посадки Навального решался именно там, в администрации президента. Прямо тогда решили не сажать. Там же, в кабинетах администрации президента, распределялись и средства на борьбу с Навальным. Политические проходимцы, типа дамы на этой знаменитой фотографии, Кристины Потупчик, приходили в администрацию Путина и просили денег из черной кассы на их подряды, проекты. Это телеграм-каналы про оппозицию, фейки, кампании по дискредитации и так далее. Один из таких подрядчиков Кремля являлся Константин Костин, директор Фонда развития гражданского общества. Он сам в прошлом начальник управления внутренней политики администрации президента. В его взломанной почте, опубликованной в одном из телеграм-каналов, можно найти и его заявки на деньги от администрации президента, и какие-то безумные многофазные планы борьбы с Навальным. И вот такое очень интересное письмо от его секретарши. В письме справка, где рассказано о том, что Навальному было сделано специальное пожертвование от имени пенсионера Михаила Костенко. А через несколько месяцев от его же имени был подан иск, мол, Навальный пенсионера обманул. И к письму приложена фотография самого иска. Давайте теперь вернемся обратно в суд в Покровской колонии. 28 февраля по видеосвязи допрашивают буквально ничего не понимающего пенсионера. Он переспрашивает, кричит и говорит, что сам не знает, в чем заключается обман Навального. Это и есть Михаил Костенко из той самой справки подрядчика администрации президента. Костенко говорит, что претензий к Навальному не имеет, и что заявление писал не он, а юрист Илья Ремесло. То есть пенсионер Костенко – это целиком и полностью выдуманная кремлевскими чиновниками история. Давайте дальше. А Ремесло этот, который схему с Костенко провернул, привел подставного пенсионера, сам-то он откуда взялся? Мы уже его обсуждали на этом канале. Напоминаю, Ремесло – это юрист по вызову, жулик, которого используют для придумывания фейков про Навального. Человек, вообще не заслуживающий никакого внимания. Если бы не его банковские проводки, которые очень кстати оказались в нашем распоряжении. Горжусь ли я тем, что Алексей Анатольевич сейчас вот находится под судом? Я сказал, что да, без проблем. Я горжусь, потому что я считаю, что Алексей Анатольевич у нас является вредной общественно-политической фигурой, которая работает на иностранных заказчиков. Да? Угадайте, кто Ремеслу платит зарплату? Те же самые люди, что и придумали историю с пенсионером. Подрядчик администрации президента Константин Костин. Илья Ремесло получает около 10 миллионов в год от 3 юридических лиц, и все они связаны с Константином Костиным. Первое. ООО «Рупостерс». Раньше принадлежало самому Костину, а потом он переписал фирму на своего сотрудника Станислава Апетьяна, тоже работавшего в администрации президента. Второе. Универсальные медиатехнологии, также оформлены на подчиненного Костина. И Медиамаркер, третья компания, которая платит Ремеслу, принадлежит еще одному эксперту фонда Костина Александру Файбу. Между этими тремя фирмами и Ремеслом заключены несколько контрактов на консультационные услуги, юридическое обслуживание и даже медиаанализ информационного поля. И за это все ему отгружаются огромные суммы гонорара за несуществующие услуги. Только за 2020 год он получил 10 миллионов 382 тысячи рублей. Это по 865 тысяч рублей в месяц за борьбу с Навальным. Вот есть деньги, мне их обманом подкинули на счет. Илья Ремесло неоднократно публиковал банковскую информацию сотрудников ФБК. Поэтому почему бы и нам не посмотреть, на что он тратит миллионы, заплаченные ему за фальсификацию дел Навального. Вот, например, он вносит платеж за Volvo XC60, а вот платит за проживание в отеле в Финляндии на новогодних праздниках. Вот покупает что-то за 127 тысяч в ювелирном магазине якутских бриллиантов. Любит пришматиться в Hugo Boss. Ну или просто снимает в банкомате много раз по 100 тысяч рублей. У нас осталась небольшая, но важная деталь. Где эти костинские фирмы, которые Ремеслу платят деньги, сами получают свое финансирование? Официально бюджет на борьбу с Навальным в администрации президента не получишь.
Администрация президента вообще-то другими вещами формально занимается. И вот она, та самая черная касса Кремля. Смотрите. На счета 3 юридических лиц, которые содержат юриста ремесло, поступают деньги от хорошо знакомых вам людей. Постоянных героев расследований Фонда борьбы с коррупцией. Самым крупным спонсором является Олег Дерипаска. Через свои фирмы «Руссал», «ГАЗ», ИН+, и Фонда «Вольное дело» он перевел на фирмы подрядчика администрации президента 189 миллионов рублей. Вторым по размеру спонсором является компания «Мегафон», принадлежавшая олигарху Алишеру Усманову. Они заплатили одной из фирм 107 миллионов рублей. Все деньги отправляются по непонятным договорам оказания услуг. Уж не знаю, какие услуги могут оказывать автоконцерну «ГАЗ», русскому алюминию и «Мегафону» группа бывших сотрудников администрации президента. Давайте теперь вернемся и еще раз посмотрим на то, что происходило в суде над Навальным. Вот список людей, которые выступили в суде со стороны обвинения. Тех, кого привели, чтобы под присягой оклеветать Навального, обвинить его в мошенничестве. Виталий Сируканов, разочаровавшийся сторонник, недолго работавший в штабе Навального, а теперь работающий на Russia Today. 2 бывших сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, Горожанка и Мещенков. 4 пострадавших от мошенничества. Разнорабочий Кошлев, который подрабатывает эвакуаторщиком и внес на наши счета не пойми откуда взявшийся у него миллион. Пенсионер Костенко, который внес 50 тысяч, но тоже потом якобы пожалел и потребовал деньги обратно. 2 настоящих донора ФБК – Кузин и Корнюхин. Ну и кремлевский юрист, который занимается тем, что профессионально борется с Навальным. В основном просто врет про него по телевизору и в социальных сетях. Это все, что смогло предложить следствие. Итак, бывшие сотрудники Мещенков и Горожанка вообще отказались свидетельствовать против Навального. Горожанка заявил, что ему угрожали следователи, заставили его выучить показания, репетировали с ним и просто заставили приехать в суд, чтобы самому не сесть. 2 настоящих доноров ФБК тоже можно удалить из схемы. Против обоих существуют старые уголовные дела, с помощью которых их запугали. Эвакуаторщик Кошлев, как мы выяснили, вообще оказался наркоманом. У него условный срок за хранение мефедрона. В суде он путал даже количество и пол собственных детей. И остается только пенсионер Костенко, пожертвование которого, как выяснилось, организовала администрация президента, юрист и мошенник Ремесло, получающий по субподряду от администрации президента по 10 миллионов за борьбу с Навальным, и жулик Сируканов, который работает на канале Russia Today, созданном и курируемом заместителем руководителя администрации Путина Громовым. Ну и, конечно же, судья Котова, которая без звонка от куратора из администрации не способна даже выйти в зал заседаний. Вы издеваетесь? Это честный и справедливый суд? Дело целиком сфабриковано конкретными людьми с конкретными должностями в конкретном государственном ведомстве. И прямо сейчас, когда суд уходит на так называемый приговор, где-то в здании на Старой площади этот приговор пишется путинскими чиновниками. Мы не сомневаемся в том, что приговор будет обвинительным, что Навального сошлют на 10 или 15 лет, на очередной срок по очередному выдуманному делу, что всем участвовавшим в этой специальной операции достанутся десятки миллионов от спонсоров-олигархов. Все эти дни мы каждый день освещали для вас этот вопиющий процесс над Навальным, потому что молчать и мириться в этой ситуации больше нельзя. Мы требуем немедленного прекращения этого смехотворного, ничтожного процесса, который почему-то называется судом, а по факту является публичной расправой над главным политиком страны. Свободу Алексею Навальному!